Всем привет, меня зовут Веруша, и я передаю солнечное настроение с Пхукета. Я сейчас нахожусь в Таиланде. Для тех, кто будет смотреть меня первый раз, в этом видео я буду говорить, рассказывать о пляжах Пхукета. Сейчас уже практически время ночное, разница в 4 часа плюс здесь. И поэтому, такая картинка уже прям не супер сочная. Буду вот рассказывать про пляж и потом вставлять видео. На данный момент я посетила 5 пляжей и уже составила свой обзор, покажу, и составила свое мнение по пляжам, какой больше всего мне понравился, на какой я бы уже не поехала. Ну и начну я с Патонга, это главный пляж. Я уже в предыдущем видео говорила, что этот пляж мне совершенно не понравился, вот просто категорически. Я, конечно, нашла там пятачок с правой стороны, уже в конце, и там даже как-то вода более попрозрачнее. Ребята, я нашла вот такой кусочек здесь. В общем, из воды выглядит это вот так вот. Не буду я далеко заходить, потому что сегодня волны. Во избежание падения моего телефона. Такая водичка, смотрите. Ножка моя видна. Сейчас уже 4 часа. Погода, конечно, вода. Вот мне кажется, что, наверное, мне не кажется, что это самая комфортная температура воды из всех мест, где я была. Без воды вообще не хочется выходить. Я могу проводить в воде целый день, хотя я, честно говоря, не фанат вообще моря. И здесь очень красивый цвет моря, вот именно в этом кусочке. Прям, конечно, супер насыщенного цвета, но тем не менее, потому что на центральном, вот куда нас привозят, где центральный вход на Патонг, там вода мутная, грязная, ну как не грязная, но она не очень чистая. Вот такой закат сейчас. А так, в целом, значит, огромное количество людей. А-ля такая, знаете, Анапа, Геленджик. Все лежаки очень близко друг к другу. Лежаки все старые, грязные. Даже вот ты лежишь перед первым рядом или там, вообще перед каким-то рядом, да, и ты наблюдаешь вот эти все, вот это вот, просто не эстетично. Просто грязные лежаки ты наблюдаешь перед собой, если ты там загораешь. Значит, про расстояние я сказала, да, вот это вот рядом с пляжем бесконечная полоса с готовкой еды, смузи, это все очень удобно, но за счет этого еще дополнительные люди, в общем, меня просто поразило это количество людей на пляже, просто поразило. Я говорю, если бы я никуда не ездила и была бы только на Патонге, у меня бы сложилось впечатление, что, наверное, Таиланд — это вообще не моя страна, и я не буду выбирать пляжный отдых здесь. Потом мы встретили замечательного человека, который нам сказал, что все самые хорошие пляжи находятся в более северной стороне или на северо-западе. В общем, про Патонг сказала, прям вот совсем нет. Я вам очень рекомендую для тех, кто вот хочет более спокойного, уединенного отдыха, выбирать не Патонг, это точно, иначе просто наступит разочарование. Вот как у меня наступило, я в принципе понимала, что там не будет никакого уединения, но чтобы вот так вот он мне не понравился, я, конечно, не подозревала. Там очень много иностранцев отдыхает, и русских соответственно. Вообще в Таиланде очень много русских. Дальше, от моего отеля пляж находится где-то в 25 минутах, 20-25 минут, вот так вот. Можно дойти пешком, это если быстрым шагом, то там 40 минут, там 50 минут, нет, даже, наверное, больше, 50 где-то минут идти. А дальше, значит, у нас была встреча с гидом, и гид нам посоветовал поехать на пляж Сурин. Честно, это тот самый случай, когда я бы не повторила поездку. То есть я бы специально туда больше бы не поехала. Тоже в отзывах очень много всего противоречивого.
Я сегодня приехала на пляж Сурин. Покажу сегодня, какой он. Сразу забегу вперед и скажу, что мне пляж понравился больше, чем Патонг. Здесь действительно очень чистое море и хороший такой приятный, ну не белоснежный, но светлый песочек. И не очень много людей, в отличие от Патонга. Он такой компактный, небольшой. Здесь еда тоже на любой вкус. И с этой, и с той стороны. Поэтому голодным точно не останешься. Здесь еда повсюду. Цены, там, манговый смузи 50 бат. Очень вкусные и действительно готовили из манго. Потому что в некоторых местах вообще даже манго не кладут. Непонятно, что делают. Это вот с правой стороны, как он выглядит. Мы расположились вот под этим деревом. Я вообще не любитель, если честно, лежать на песке. Но у нас в отеле нам предоставили такой очень классный коврик. Мы решили сегодня не брать лежаки, потому что, честно говоря, лежаки мне не нравятся здесь. Вообще в Таиланде на общественных пляжах они старые, на них просто неприятно, если честно, лежать. Лично мне. Лежаки здесь находятся в деревьях, что создает дополнительную тень. Для тех, кто выбирает, мне больше понравился пляж Сурим. Плюсы его в том, что здесь не очень много людей, в отличие от Патонга. Здесь приятного цвета песочек, лучше, гораздо лучше море, оно более прозрачное. Патонг все-таки он такой прозрачный, но мутноватая вода. И по цвету здесь лучше вода. И само просто, само море лучше. Но нам показалось, что на пляже все-таки преимущественно русские отдыхают, иностранцев мы здесь мало видели. По крайней мере, так показалось нам. И, значит, этот пляж, он как бы нормальный, но в целом на меня пляж вообще не произвел впечатления. Там тоже было очень много, я бы даже сказала, мы там вообще даже не встретили иностранцев. Были одни русские. И как-то вот обычный для меня пляж, вот ничего такого примечательного, поэтому я бы больше туда и бы не поехала. Поэтому сделала вывод для себя, что гидов не всегда можно слушать. Мы туда, кстати, ехали, потратили мы на такси 1800. Вот. Потому что я уже сказала, да, от отеля где-то полчаса ехать. Так что, в общем, я там еще живот заболел, и, в общем, такая была поездочка не супер удачная. Это был пляж Сурин, так что, не знаю, кому как, кто-то в восторге, кто-то любит этот пляж. Мне, честно, не понравился. Как лучше Патонга, но далеко не самый лучший. Для меня лично. Дальше мы поехали на пляж Майкао. Это пляж, во-первых, он очень красивый. Мне он очень понравился. Мне вообще там очень понравилось место. Вот там можно как раз релакснуть, там такие уже пальмочки, кокосики, не кокосики. Такой красивый очень пляж. Там не так много людей. Находится он около аэропорта. Там можно сделать очень классные фоточки. Самолет будет пролетать под вами, прям очень близко. Это пляж Майкао. Он такой прям баунти-баунти, очень красивый. И здесь мало людей. Вот, если вообще туда пойти подальше, то можно уединиться. Вода здесь совершенно другого цвета. Здесь находится аэропорт
света. А вот цвет воды. Вода здесь очень прозрачная. Здесь еще находится парк, где можно увидеть черепашек. Смотрите, какого цвета вода. Это вам не Патонг, который мне не понравился. Не полюбила я Патонг. Никак. Вот здесь и душевые есть, и хорошие условия. Поэтому вот сюда можно ездить, брать машину и приезжать. Здесь тоже есть где поесть. Вон всякие чипсы, и вода, и мороженое, и еда, фрукты. Здесь уже вот прям картинка Баунти. Так что, ребят, ну очень вам просто от души рекомендую сюда приезжать. От входа можно взять за 60 бат тук-тук и это вот такую штучку. И она довезет до входа. Можно пройти пешком, в принципе. Ну, в общем, вот этот пляж мне очень понравился. Майкау, прям хочется туда вернуться. И там есть прям вот, если дальше туда уходить, вообще никого нету. То есть можно прямо уединиться или можно быть с людьми. Вот когда там, правда, подъезжаешь, и там нужно будет либо пройти пешком вот до вот этого, где можно сделать фотографии самолетом, либо там можно проехаться за 60 бат, тебя довезут до этого места, потому что там нужно пройти. В общем, Майкау прям очень рекомендую. Вообще совершенно другая картинка. Другой колор, что называется, потому что есть большая разница между вот Патонгом, Сурином, и когда ты уже приезжаешь действительно вот на такой вот настоящий красивый пляж с красивой водой, с там зелень, естественно. Ну, для тех, кто может свободно передвигаться, можно, конечно, в Таиланде передвигаться и на байке, и взять в аренду автомобиль. Вот. Следующий пляж Банана Бич. Он тоже такой очень симпатичный по картинке, когда ты спускаешься вот такой вот немножечко такой спуск а-ля джунгли. Он правда крутой такой, там мне даже чуть не подскользнулось, но пляж сам симпатичный очень, но тоже там очень много людей. Я читала, что было время, когда он был не таким, не то что популярным, но просто там было мало людей, можно было даже вообще быть одним на пляже. Он совершенно небольшой, такой похож на бухточку, красивый, и там цвет воды тоже красивый. Я приехала сейчас на пляж Банана Бич. Сейчас посмотрим. Было описано, как будто это райский уголок. Здесь нужно спускаться вон туда вниз. В общем, ребят, такой вот Банана Бич. Он небольшой. Но здесь что-то очень много людей. Не супер, прям любимое местечко будет мое. Ну, мы сейчас поедем на Найтон Бич или Найтон Бич, как правильно, я не знаю. Вот. И там мне сказали, что будет гораздо лучше и атмосфера, и все. Так что посмотрим. Вода, как обычно, теплющая. И прозрачнейшая, кстати. Очень прозрачная. Вот видите, какая она? Супер-супер прозрачная. Ой. Это Банана Бич. Это сейчас время 10:30. И вот такое количество уже людей на пляже. Что-то многовато. Здесь есть тоже где перекусить. Так в целом, если вот прям вот специально туда ехать, мы от отеля ехали
мне кажется, час где-то. Вот, то есть навигатор показывал там 49 минут, но я помедленнее еду, поэтому в целом получилось там час плюс-минус. Мы еще там искали, не туда немножко заехали, разворачивались, и да, наверное, где-то час 10, может быть, вот так вот мы ехали. Ну, то есть прям вот специально ехать на Банана-Бич, вот прям специально, я думаю, не стоит. Ну, то есть ничего бы прям там вау, такое вот я читала в отзывах, там писали вау, там баунти. Ну, нет, я бы не сказала, что это прям там баунти, если честно. Ну, просто вот такой приятный, хороший пляж. Ну, вот сказать, что мне прям там тоже супер понравилось, я так не могу. Мы там особо не находились, и поехали мы на пляж Найтон-Бич. Тоже довольно такой на слуху пляж, я про него читала, и он красивый. Вот он мне понравился больше всего. Вот вообще из всех вот этих вот пляжей, на которые я сейчас вам рассказала и показала. Там, во-первых, пространство, там можно погулять по береговой, ходить, и то ты ощущаешь, потому что ну, в бухте хорошо, но это все какое-то маленькое расстояние, хочется прям вот, чтобы было море такое вот, такое открытое. С Банана-Бич я уехала и сейчас приехала на Найтон-Бич. Он уже очень просторный по сравнению с Банана-Бич. Немного людей на пляже, что мне очень нравится. Я вообще люблю более такой уединенный отдых. Здесь еще вот такая вот есть кафешка. Это Найтон-Бич. На Найтон-Бич прям такой светло-хрустящий песочек, очень приятно. Из всех пляжей, которые я увидела, на которые ездила, это самый красивый, мне он больше всего понравился. Сейчас я покажу. Здесь вилла находится. И вот эта вот часть здесь очень красивая. Получается, как заходишь левее. Сегодня волны, поэтому я крепко держу телефон. И вот когда плаваешь, вот такой вот вид открывается. Как про Таиланд говорят, рай на земле, кажется, я понимаю, почему. Понимаете, я хотела сказать, что то, что когда ты уже ездишь вот на такие вот хорошие пляжи, вот действительно ты видишь, вот как на Найтон-Бич, то, что мне понравилось, во-первых, вот эта протяженность, очень мало людей, там стоят парочку лежаков, которые можно взять, ну, конечно, за деньги. Вот, и там очень много зелени, там прямо и камни, и, ну, красиво очень красивый пляж, и там просто вот находиться очень приятно. Хотелось там провести целый день, вот, и если бы я сейчас уже выбирала вот пляж, то я бы выбрала вот какую-то такую северную сторону, даже, может быть, рядом с Найтон-Бич или Майкао, то есть вот какое-то такое местечко, может быть, Майкао, кстати, вот с красивым пляжем. Ну, я просто говорю тем, кому нужен вот пляжный отдых, именно, что нужно именно вот хорошее море, хороший пляж. Вот, так что не знаю, все ли сказала, но, в общем, вот так вот. Пока так. Завтра все тоже поснимаю, расскажу вам. То есть я, конечно, хотела на Пхукет попасть и хотела в центр попасть, но я уже вот после поездок
после поездки понимаю, что вот в следующий раз, если я прилечу в Таиланд, я уже, конечно, поеду не в центр Пхукета, а поеду вот более в северную часть. Потому что когда туда въезжаешь, ну, там, во-первых, немножко по-другому все. Там как-то больше зелени, там, ну, как-то вот, не знаю, разница есть, она сразу ощущается. Как-то все более цивильно, что ли, как-то все более, ну, более красиво. Такая вот и природа, там вот есть места с такой аутентичной природой. Вот, так что, в общем, ну, Центр Патонг я просто потом буду тоже в видео отдельном рассказывать. Ну, как бы так разок можно посмотреть, но вот прям, что, ну, это, наверное, для тех, кто вот тусовки любит ходить по этой Бангла-Роуд, еще что-то. То есть меня это, честно говоря, особо не интересует, поэтому в целом мне ни центр не нужен, и так далее. Вот. Ну, это все я уже потом тоже скажу, так что смотрите, выбирайте. И сейчас, кстати, я слышала, что в Таиланде довольно доступные цены, они сейчас снижаются еще. Вот. Но я знаю, что много людей любят Таиланд. И, кстати говоря, вчера тоже разговаривали с женщиной, она сказала, что они заказывают через Booking отели, ну, те, которые можно забронировать без карточки, без оплаты, потому что сейчас из России мы не можем оплачивать вот этой карточкой, там UnionPay, еще что-то, UnionPay. Вот, то есть можно выбрать отель, который работает вот, не знаю, там на депозите, еще что-то, то есть не через карточку. И получается довольно недорого. Сейчас билеты Аэрофлот можно взять за там 1023-26. У нас там в турагентстве нам говорили, да вы что, если вы будете отдельно покупать, то билеты у вас будут стоить там по 300 тысяч. Я хочу сказать, мы летели сюда, у нас было 4 места, и 2 из них посередине просто пустовали, поэтому мы лежали прям с ногами. Сейчас у Аэрофлота много рейсов, и не заполняются самолеты. И сзади нас было очень много свободных мест, а потом просто люди выбирали, где им удобно. Так что имейте в виду, можно прям вот взять дешевые билеты. И, кстати сказать, может быть, и дальше я и от отеля истории, с отелями откажусь. И если прилетать, то можно просто снимать апартаменты прямо у моря. И, там, не знаю, или квартиру, еще что-то, прям вот подольше оставаться, не вот туристически вот там 9-10 дней проводить, там 11, а приехать прям подольше, вот расслабиться, ну, просто вот по-другому провести время, потому что, конечно, когда у тебя ограниченное время, ты, как обычно, в бегах, все хочется успеть, все хочется посмотреть, туда и сюда съездить, все-таки в Таиланд нужно приехать прям расслабиться. Все, заканчиваю на этом. Что забыла, все расскажу в следующем видео. Так что смотрите. До новых встреч. Скоро запишу следующее видео. Пока.